Задача. Даны две пересекающиеся поверхности вращения. Способом секущих концентрических сфер построить линию их пересечения и определить видимость. Вот у нас дано две проекции. И здесь мы имеем один цилиндр и второй цилиндр тоже. Второй цилиндр. Они пересекаются. Один лежит цилиндр у нас горизонтально, а второй у нас стоит под уклоном. И вот здесь уклон, ну в данном случае это уклон здесь 45 градусов. 45 градусов. Требуется построить линию пересечения. Воспользуемся концентрическими сферами, исходя из того, что линии осевые одного цилиндра и второго цилиндра пересекаются, и из этой точки проведем сферу. Проведем сферу такого радиуса, чтобы она была больше, чем вот этот минимальный радиус, но меньше, чем вот этот максимальный радиус. Поэтому проведем ее вот таким, допустим, таким радиусом. Так, чтобы у нас здесь 3-4 сферы поместилось. И теперь давайте вспомним, что цилиндр будет пересекаться со сферой у нас по прямой линии. То есть сначала посмотрите, вот эта сфера и цилиндр горизонтальный будут пересекаться друг с другом вот по этой линии. Эта же сфера будет пересекаться с цилиндром вторым, то же самое по такой же линии. Вот эта линия, ну я здесь ее половинку, да, половинки у нас нету. Ну можем достроить, конечно, половинку, да, но смысла в этом нет. Провели. Вот это у нас здесь, ну наверное, придется дальше ее продлить и достроить. То есть я, чтобы удобно было нам работать дальше, да, то я дострою и буду линию пересечения строить до конца. И теперь давайте посмотрим, где у нас есть общая точка у этих линий пересечения. Вот это общая точка, вот она одна у нас есть. Кроме того, у нас будут точки уже гарантированно принадлежащие линии пересечения. Одна точка, и еще будет у нас вот она одна точка. Так, одна точка у нас есть. Теперь поступаем точно так же. Проводим сферу, но радиусом уже чуть побольше. Чуть побольше провели. Находим линию пересечения с одним цилиндром. Дальше находим линию пересечения вот этой сферы с другим цилиндром. Находим общую точку, она одна единственная. Вот эта точка здесь находится. Так, ну и проведем еще одну сферу радиусом побольше. Вот такую. Опять же, точно таким же путем находим линию пересечения с одним цилиндром. Находим линию пересечения с другим цилиндром. Находим единственную общую точку. Это в данном случае будет вот эта точка. Обозначим и подпишем эти точки. Нам это понадобится потом в дальнейшем. Значит, первая точка будет у нас точка 1, проекция 2. Это будет 2, проекция 2. 3, проекция 2. 4, проекция 2. И 5, проекция 2. Все точки мы обозначили. И теперь мы можем уже построить линию пересечения. Эта линия пересечения будет у нас кривая, которая будет начинаться у нас в точке 1, идти через точку 2, 3, 4, 5 и вот так заканчиваться. Вот линия пересечения у нас готова. Теперь давайте определим видимость и подумаем, а будет ли линия пересечения с обратной стороны цилиндра. Она будет, но поскольку у нас, видите, второй цилиндр расположен по одной оси с первым, то она будет совпадать с этой линией. То есть там невидимая линия, она будет совпадать с этой видимой линией.
лишняя вот эта часть у нас цилиндра видима, то изображено черным цветом, да, то, что мы видим, плюс линия пересечения. Ну, осталось нам построить линию пересечения на плоскости P1. Для этого две точки у нас уже есть. Эта точка, вот она, одна здесь будет находиться, в этом месте. Так, и вторая нам уже известно, где она будет находиться. Вот здесь будет вторая точка. Теперь осталось построить точки 2, 3, 4. Ну, давайте теперь подумаем, значит, как их построить. Если мы проведем через точку, допустим, 4, секущую такую плоскость, вот так, ну, даже не так, немножко дальше возьмем ее, вот через точку 4 провели, через точку 3 провели и через точку 2 провели. Теперь давайте подумаем, а где эти же, вот мы рассекли цилиндр такой же плоский, провели образующую по поверхности цилиндра через точку 4. Где эта точка будет здесь, на горизонтальной плоскости проекции? Ну, очевидно, что мы должны провести линию связи, и это будут тоже образующие, которые проходят горизонтально. Вот эти образующие. И где будет находиться точка 4? На этих образующих. Значит, мы ее вот сюда продлеваем и отмечаем положение точки 4. Есть. Теперь таким же образом поступим с точкой 3. Точка 3. Вот ее линия связи. И образующие будут проходить вот здесь. Одна образующая и вторая. Единственное, это требует аккуратности и внимательности. Провели. Теперь точка 3 лежит у нас вот здесь. Провели. И смотрим, где будут у нас точки. Вот здесь одна точка. И вторая здесь на образующей тоже точка. Ну и еще у нас есть точка 2. Точка 2. Точно так же поступим. Проведем линию связи и проведем вот здесь образующую. Раз. И образующую вот здесь 2. И проведем от точки 2 вниз линию связи. Найдем положение точек. Ну, видите, она здесь практически у нас находится. Раз. И вторая точка это будет находиться, ну вот, практически вот здесь. 2. Почти на образующий. Вот нашли. Ну, это тут давайте поправим. Видите, это у нас она не совсем горизонтально, а в данном случае это может иметь большое значение. Поэтому положение этой точки должно быть точно вот здесь. Вот здесь. Ну, все точки мы перенесли. Осталось теперь эти точки соединить и отобразить то, что будет видно, то, что будет не видно. Теперь давайте подумаем. Значит, вид горизонтальный. Мы смотрим сверху. Точку 1 мы видим. Точку 2 мы будем видеть.
Ну, точку 2, наверное, нет. Мы будем видеть точку вот эту, да, которая у нас идет до оси наклонного цилиндра. А 2 уже видеть не будем. Поэтому, может быть, имеет нам смысл поставить вот здесь точку. Эта точка будет у нас находиться, если мы образующую проведем, непосредственно на самой линии, да? Ну и ограничимся вот этой точкой 2,2. Теперь построим кривую. И эта кривая у нас должна идти, начиная вот с этой точки до этой и до этой. Это будет наша кривая видимая. А вот дальше вот этот участок будет у нас невидимым. То есть построим мы его пунктиром, тоже линию кривую. И это будет вот так, так. И дальше. Вот так. Получилась у нас эта часть невидимая. Ну и теперь осталось нам выяснить, а что мы будем видеть из этого цилиндра. Мы будем видеть образующую до вот этой точки. А дальше мы ее видеть не будем. Вот так. Вот видимость. И на фронтальной плоскости видимость мы уже с вами отобразили. Все, задача решена.